Здравствуйте, с вами международный гроссмейстер по шахматам Александр Зубов. В 9-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу, проходившем в Москве, мне удалось сыграть содержательную партию с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия с сильнейшим шахматистом планеты всегда вызывает большой интерес. Для партий с укороченным контролем я часто применяю данный ход, сужая круг дебютных вариантов. Основным продолжением является c4. Когда играешь с шахматистом топ-уровня, и его дебютная эрудиция совершенна, лучшим решением будет первым свернуть на малознакомые позиции. Этот прием используют многие ведущие гроссмейстеры, в том числе и Магнус, а с появлением сильных компьютерных программ это стало как никогда актуальным. С идеей ударить пешку c и провести b5 с последующим слон b7, получаю комфортную позицию. Самый простой и лучший ход обеспечивает черным равную игру. Только помогает белым шах слон b4, конь bd2, конь e4, иначе трудно оправдать предыдущий ход. Слон d3, f5, рокировка, конь c6, a3, слон d6, b4. Белые, используя выигрыш темпа ходом a3, начинают захват пространства, надвигая пешки ферзевого фланга. Рокировка, конь b3, ферзь f6, ладья e1, ферзь h6, слон f1, конь e7, c5, слон c7 и конь e5. Потери времени не осталось незамеченной. Белым удалось продвинуть пешки вперед ферзевого фланга и захватить центральное поле e5. Интересное решение. С поля g7 слон будет оказывать давление на пешку d4. Также играют здесь и слон d6. В задачу черных входит атака центральных пешек белых с целью вызвать дальнейшее их продвижение и затем заполучить одно из важнейших центральных полей для своих фигур. С этим взятием можно было и не спешить, но Магнусу хотелось поскорее заполучить центральное поле d5 для своих фигур. Вынужденный ход, иначе возникала изолированная пешка d, например, cb, ab, слон бьет b5, ладья бьет a2. Напрашивалось конь b4, слон b1, слон d5, пропуская слона вперед, затем черные возвращают коня обратно на c6, a3, конь c6, конь e5, ферзь c7, конь df3, ладья а на b8. Игра равна, но черным играть проще. На конь b4 я также планировал сыграть d5. Конь бьет e4, слон бьет e4, конь бьет d5, слон бьет g7, король бьет g7, ферзь b2 шах, король g8, ладья c1, ладья а на d8 и h4 с компенсацией.
Этот ход я заранее предвидел, играя конь Е4. За пешку белые получают неплохие шансы на захват инициативы на королевском фланге, благодаря открывшейся диагонали А1H8. После размена чернопольных слонов в связи с слабостью черных полей, у белых будут возникать идеи с вторжением коня на поле F6 или H6. Больше всего я опасался хода ферзь Е7, с идеей перекрыть большую диагональ. А на конь G4 у черных всегда находится H5, ладья бьет D5, HG, ладья D6, ладья А на D8, ферзь D4 с компенсацией. Благодаря проходной пешке С белые вне опасности. Далеко продвинутая пешка С будет служить гарантом безопасности в случае неудачи белых на королевском фланге. Типовой ход, помогающий белым ослабить позицию короля, угрожая продвинуть пешку до H6. Ладья D3 с идеей ладья F3. После конь E7, конь D7, ферзь бьет C6, конь F6 шах, король F8, конь H7 шах, король G8 и конь F6 шах приводил лишь к ничье повторением ходов. Ошибка. Не стоило вводить коня от королевского фланга, уязвимого места в позиции черных. Хотя ход соперника понять было несложно. Черные хотят разменять тяжелые фигуры, а на ладья F4 был заготовлен ход конь C4. Наступило время для штурма короля с уходом черного коня из центра, своевременно и последовательно. После неподъемного для человека сильного хода, рекомендуемым шахматным движком, ладья D на E4 сильный ход, с угрозой конь G6, черным пришлось бы находить точные защитные ходы. Например, конь D5, G4 сильный ход, HG, ладья бьет G4. Черные потеряли драгоценное время на возвращение коня, что приводит к опасной инициативе белых. Рассмотрим другой вариант. Ладья D6, ладья F4 сильный ход, конь C4. На ладья F8 находится сильный удар, конь бьет G6, FG, ладья бьет F8 шах, король бьет F8, ферзь H8 шах, король E7, ферзь G7 шах. И здесь черные теряют ферзя, либо получают мат. Король D8, ферзь F8. Ладья бьет F7, ферзь бьет F7, конь бьет F7, конь бьет B2, конь бьет D6, конь C4, ладья бьет E6 с большим преимуществом. Конь C4 – лучшее решение. Приходится возвращать пешку, чтобы погасить нарастающую инициативу белых фигур, в особенности сильного коня белых на E5. Конь бьет C4, BC, ладья бьет C4. Черных ожидает безрадостная защита. Пешка C6 сковывает тяжелые фигуры черных. Сильнее конь d5, чтобы на gh темповым ходом конь f6, ферзь e3, конь бьет h5 подтянуть коня к защите короля. Логично и снова последовательно. При открытом положении короля делать расчет вариантов при недостатке времени на обдумывание становится сложнее. Этот ход стал для меня полной неожиданностью. Имея 1 минуту на раздумье, допуская ошибку и теряю инициативу. И все шансы на успешный исход борьбы. Но правильно было GH, который выглядит на первый взгляд опасным, но ничего серьезного белые не могут извлечь из открытого положения короля, что подтверждает анализ. Ферзь E3, не давая подключить ферзя на E7 из-за необходимости защищать коня на B6.
f6, конь d7, ферзь бьет c6, конь бьет f6. В случае конь бьет b6, ладья d6, черные отыгрывают коня. Король f7, ферзь h6, g3 сильный ход, активная защита. Теперь белый король будет раскрыт, что будет уравновешивать силы сторон. Ферзь бьет h5 шах, король e7, ферзь h7 шах, король бьет f6, ферзь h4 шах, король f7, ферзь бьет d8, gf, король бьет f2, конь d5 с равенством. Труднообъяснимая ошибка и серьезная потеря времени. Следовало идти по намеченному пути. hg, теперь f6, конь g4, конь d5, ферзь бьет e6 шах, король g7, ладья d1, ладья d6. В случае gf шах, конь бьет f2, ферзь g3 шах, король f1, конь e3 шах и король e2. Белый король сбегает от шахов и серьезных угроз, а черному королю не позавидуешь. Ферзь e8, ладья d8, ферзь f7 шах, ферзь бьет f7, gf, gf, король бьет f2, король бьет f7, конь e3, выигрывая на связке коня, ладья c8, конь бьет d5, ладья бьет c6, король e3. У белых неплохие шансы на победу. На доске еще осталась одна белая пешка, которая может принести белым победу. Другой вариант. gf шах, король бьет f2, ладья d2 шах, король f1, f5, ферзь f4, конь c4, ферзь h4 сильный ход, конь бьет e5, ладья бьет e5, ладья d6 и ладья c5 оставляет белых с хорошими шансами на победу. Далее белые могут сочетать игру с переводом ладьи белых на h3 или атакой черной пешки e6. Сильный ход. Используя связку коня из-за незащищенности пешки g3, теперь черные вне опасности. Вторая ошибка к ряду приводит белых к проигранной позиции. Я видел сильнейшее hg, которое приводит к ладейному окончанию без пешки, но не смог верно оценить. Конь бьет e5, ферзь бьет e5, ферзь бьет e5, ладья бьет e5, ладья c8, gf шах, король бьет f7, а4, ба, ладья а5, ладья бьет c6, ладья бьет а4. Черные вынуждены будут отдать свою пешку e за белую пешку g, после чего получается простая ничья. Не помогает и ладья e2, ладья d1 шах, ладья e1, ладья d3, король e2, ферзь h2 шах, король f1 и ладья g3 с победой. Техника реализации Магнуса на высоте, и он уверенно доводит партию до победы.
и пешка становится ферзем. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если понравилось это видео. Перед 9-м туром я и Магнус шли вровень, имея 6 очков, и показывая второй результат на чемпионате. После этой победы Магнус провел вторую половину турнира блестяще, не проиграв ни одной партии и заслуженно стал чемпионом мира. На мой взгляд, эта партия поучительна на всех этапах борьбы, начиная с малоизвестной дебютной схемы, богатой тактикой и позициями, и завершая драматической развязкой в тяжелофигурном окончании.